здравствуй, город Ярославль. Ярославль была моя самая первая командировка, которая была за пределы Беларуси. На грузовике. Ну, без прицепа, понятно, у меня это еще Е-категории не было, только БЦ было. И третий занимать, но все равно там на следующем светофоре налево поворачивать. Вот. Вообще самая первая была за пределы Минска, была город Борисов. Это там 60 километров от Минска. А вот за пределы Беларуси, вот я ездил сюда, на моторный завод. Рекламацию привозил и назад, чтобы пустому не возвращаться. На Минском автомобильном заводе я работал. Чтобы пустому не возвращаться, 4 движками загрузили. Успеваем? Успеваем. Да, вообще там было интересно. Я слесарем работал на заводе, потом на права отучился. Машину получил. Прямо там в заводе перевелся, водителей. Машину получил. День по заводу отработал, на следующий день уже в Борисов отправили. А сюда, в Ярославль, наверное, может, через месяц я уже поехал. Ну и вот все, вот с этого началась, как, скажем так, карьера. Или что это началось. Ну, в общем, вот так вот и катаюсь. Запустим его, пускай заезжает. Вот. Сейчас вот здесь вот немножко города. Вот у нас есть шанс, у меня вернее, найти парикмахерскую где-то здесь. Сначала надо найти место, где остановиться. Потому что дальше там все, мы уже город обходим. Раньше там еще через город ездили. Сейчас там уже объездная. Все широко, все красиво, все. Едешь, балдеешь. Вот. Если найду, где сейчас швартануться, вылезу, у кого-нибудь спрошу. Если есть, пойду, потому что, ну, что-то мне совсем расстраивает мой внешний вид. Достать, видите, негде. Здесь коллега место занял, Магнит пошел. А вот здесь вот Гагарина, вот там вот, когда заезжаешь в Ярославль, там пост есть. Ну, сейчас не рабочий, а там и транспортники раньше были. То можно было объехать этот пост. Буквально перед самим постом, там направо на Красные Грачи уходишь и вдоль этого нефтеперерабатывающего, и вот здесь вот выползаешь. Вот, тут вот всякие, вот видите, магазины, туда-сюда. По идее, здесь что-то должно быть. Сейчас попробуем, вот если будет где швартануться, потому что потом дальше все, у нас уже ничего такого не будет. Вологда по объездной, а дальше мы там вообще в Чигиря полезем. Ну, сюда я не буду съезжать, вставать, а вот сюда вот можно. Вот сюда вот встать можно. Ну вот, пойду сейчас спрошу. Есть что-нибудь рядышком? Сбегаем. Нет, значит, поедем дальше. Ну, так же намного лучше, правда. Все, у меня истерика закончилась сразу же. Он нашел тут. Прошелся буквально совсем немножко. Вот парикмахерская. Улица Рыкачева, 13. Здесь получается, вон, не до машины совсем, ну, дорога. Ну, я просто как бы вокруг пошел. Просто у женщины спросила, она мне показала, я зашел, меня вот моментом пострелили. Вроде неплохо. Осталось только морду лица в порядок привести, но это мы уже завтра сделаем. Все. Теперь можно спокойно ехать. Еще бы ТЭД подклеить, ну да ладно.
стентом эта фигня. Все, теперь можно рулить. У меня истерика начинается. Я не знаю, мне как чуть-чуть вот тут по бокам отрастает. Все. Я спать не могу ночами. Сегодня у Димки ночевал, в 4 утра проснулся. Он говорит, ты что, больной? Я говорю, не знаю. Не могу спать, и все. Сегодня буду спать хорошо. А вон и ман. Главное, чтобы здесь кто-нибудь не задавил. Чисто случайно. Магазин мне не надо. Все у меня есть. Пока можно газовать. Там на заправке пока стоял. Так, слегка там что-то хот-дога захотелось. Завалил хот-дог. Поедем до Вологды. А в Вологде уже станем там поужинаем. Все. Ну тут так неплохо, мне понравилось. Шел, людей не было, все, быстренько зашел. Правда, я не знаю. Может, первый или второй раз в жизни меня мужчина стриг. Парень молодой. Обычно всегда женщины стригут, девушки. А тут парнишка стриг. Не часто встретишь мужчин-парикмахеров. Все, братцы, погнали дальше. Открываем. Мана и поехали. Ну, правда, тогда в 2001, когда я сюда первый раз попал, вот так вот машину ты вряд ли бы поставил на улице. И вообще останавливаться было не рекомендовано. Город жуликов был. В те года все годы жуликов были. Конец 90-х еще. Начало нулевых. Везде было весело. Какой город не приедь. А так потом вот это, ну, вот когда тут в бывшей конторе работал, большой, это была вообще своя дорога тут. Если в Москве выгружаешься, можно было даже не спрашивать, куда ты едешь. Идти смело сразу в сторону Вологды, и потом только тебя там уже распределяли. Одно время к Красавино мы бомбили, это за Великий Устюг. Так тогда даже не надо было спрашивать, куда здесь там в Вологде сворачивать. Сразу же можно было на Красавино. Все машины поголовно шли туда. А так, ну это еще туда мы доберемся, просто что когда туда уже приедем, темно будет. Эти все вологодские леса, что там дальше, все облазил. Сколько леса вывезли оттуда, это не передать словами. И туда, куда мы поедем сейчас, тоже ездил. Мы там пойдем. Депо, Вытегра, о, как дом родной был. Но об этом потом. Не сегодня, не сейчас. Сейчас мы вот до Ярославля обойдем. И давно, конечно, я уже здесь не был. Но раньше была тут не... Последние разы, когда ездил, так от Ярославля до Вологды тоже было катись. Ярославль сделали, все. Это ж, вспомнишь, что Ярославль, что область была, мама моя, не говорю. Ну, а про Переславле-Залесскую эту ОПГ говорить нечего, которая на весовой там была, это весовая там. О, потрепали они нервов в свое время. Они там косили типа на то, что вот
как бы ты идешь, у тебя нагрузки, ну, для федеральных трасс все подходит. А якобы объезд Переславля-Залесского, ну, они такую дичь впаривали, что это не федеральная дорога, а местная. А через сам Переславль ехать было нельзя. Знаки. Грузовикам запрещено. И все, и вот такие вот разводы начинались. Ой, сколько мы там пошумели. Сколько там покричали. Ни одного штрафа не заплатил и ни копейки денег не дал. Но нервов там оставил. И этих связок колоссовых. И тут вот я помню вот этот участок. Тут никогда дороги не было. Уже даже там вот сделали. Вот область, все. По-моему, Ярославль так и был. Он убитый был долго. Заезжаешь в него, и это все дун-дун-дун по этим ямам. А сейчас огонь. То мост этот там тоже был. Мы сейчас по-другому пойдем. Сейчас вот, ну, скоро вот уйдем правей. Обойдем его, там правей пойдем по новой дороге. А так мы там. Соблюдать равномерность движения. Да, тут пункт весогабаритного контроля. Хрена себе. Соблюдается, говорит, равномерность движения на пункте весогабаритного контроля. У меня сейчас весы 9,9 показывают. Имейте. Ведущий. Полные баки залил. Тут можно на дверь было бы уйти. Вот я когда-то, помните, с этой с Костромы ехал. Ну, не знаю. Тверь, кстати, отсюда 330 километров. Может быть, и можно было. Не знаю, как там дорога. Так вот едем сейчас Вологда-Рыбинск. Сейчас на Рыбинск будет налево там. Левее дорогу уходить. Был я и в Рыбинске, как-то мы тоже растамаживали. В Ярославле как раз здесь на таможне растамаживались. Что-то возили в Рыбинск. Нас еще там за эту разводили. Там от Ярославля до Рыбинска нагрузка на ось. Там какая-то заниженная. А у нас как бы международная перевозка, все. Ваши эти местные нагрузки на ось там нас не касаются. Мы что-то сопротивлялись, что-то поддались на этой весовой. Но по итогу опять поехали, никто ничего не платил. На Рыбинск тут, по-моему, как-то сейчас вот прямо надо пойти. Я не помню, ну, тоже давно было. И раньше ехали все время прямо. Вот сейчас мы мост будем переваливать. И после моста уже уйдем по новой дороге, по объездной правее. А раньше ехали по прямой, там через город, там трамвайные пути, там туда-сюда. Ой, так в час пик попадешь. Тоже тут времени оставлял этот Ярославль. Забирал, вернее. Очень много. А мост этот тут, ну, никогда не отличался умом и сообразительностью. Так, по-моему, ничего и не поменялось. Всегда был подгулявший. Так подлатали, и то хорошо. Вот такие ямы были там. И, наверное, и остались вон наверху. Судя по тому, как все медленно едут, так оно и есть. Катастрофа. На. Сюрприз! Оп! Най-най-най. Ё-моё. Администрация города Ярославль.
Неужели нельзя вот этот несчастный мост привести в порядок? Сколько лет уже ничего на нем не меняется. Он как был ушатанный в хлам, так и остался. Сломанный на аварийках. Вы превышаете допустимую скорость. Вот Рыбинск сейчас левее, и раньше мы туда левее уходили. И там вот через город там раз. А сейчас вот мы сюда, вот Данила, Вологда, Архангельск направо и как ракета должны пойти. Там через Волгу перепрыгнули. И все. И катим дальше. Вообще махом тут пролетаешь. 191 до Вологды. Нормально. Сейчас 3. Если все хорошо, в Вологде будем в районе что-то 5:30. Ну, норм. Сейчас у нас будет издалека долго. Еще река Волга. А что с дорогой случилось? Уже все? Уже подушатался мостик? Бывает. Да, подушатали уже. Давно не был, давно. Я ездил, когда он тут был новенький. Эх, Волга. Здесь еще, да, она такая, смотрите, ну, совсем не широкая. Хотя судоходная уже и тут. Еще навигация продолжается. Ну, недолго осталось. Когда навигация заканчивается? В ноябре, наверное, к концу ноября должна закончиться. Морозы, и все, и тут все замерзает, тут все лед кругом, тут зимой тут все хорошо в плане зимы. Мы ж на север идем. С востока на север. Можно сказать, с одной, ну да, с одной крайней точки страны почти в другую крайнюю точку. Ну там чуть-чуть не доезжаем. Рейс через всю страну. Кстати, уже 9, почти 9600 прошел. Еще 400 километров и будет десяточка. Сейчас поворот будет на город Любим или Любим, не знаю, с ударением тоже. Я тоже туда оборудование возил. Какое-то сельскохозяйственное. Еще там машин 10, наверное, у нас было. Мы туда как приперлись, тоже растамаживали здесь, вроде бы в Ярославле, да. И туда все 10 машин как приперлись, там этот Любим или Любим, он охренел. Представляете? 10 машин притащилось. Там того городишки-то 2 улицы коротеньких. Через 300 метров держитесь правее. Толкский женский монастырь, а вот этот Любим или Любим. Превышаете допустимую скорость. Там, говорю, там этот городок, он охренел. Там люди в шоке были, тут приперлись. У них тишина такая, птички поют. Ну, лето было. Там 3 машины за 3 часа проезжает. И тут 10 сканей таких приперлось. Вы видели, как меня Машка хотела с толку сбить? Это подлая женщина. Это подлое электронное чудовище. Ох, напросишься когда-нибудь. Ох, напросишься на грубость.
Данилов 60, Грязовец 143, и там уже его. Ну вот чего ты сигналишь? Вот чего ты кричишь, ман? Вот чего? До машины еще 50 метров, она поворачивает. Нет, он уже орет. Опасное столкновение. Хорошо, хоть в тормоза не ударил. Тут вот не очень такой хороший нюанс. Очень часто, когда не надо, он сигнализирует, как тормоза лупит. Совершение записи. Кто что? Машка себе, регистратор себе, ман себе, я себе. Вы там тоже себе. Допустимую скорость. Каждый своей жизнью живет. В этой кабине вообще тут все живут своей жизнью. Кто как хочет. Ё-моё, а тут что? Тут трактора по центру ездят. А, ему налево надо. Ну ладно, тогда я понимаю. Ну чё он с первого ряда в средний вылез? Фух. Погнали. Брески куда-то едет. Прима Транс. Ой, раньше тут белорусов много было. Очень много. Все за досками ехали. За доской, за фанерой. За всем подряд. Грузили и в Европу, и в Европу. Сейчас нифига. Мало. Как-то раз поехал на этот Череповец. Вот. Сюда вот налево пошел. На Пашихонье. Потом с Пашихонья туда на Череповец. Ну да, короче было, конечно. Тут, по-моему, какие-то ограничения были, а может и не было. Но дорога там была, мама моя родная. Проклял все, думал, че я сюда поперся. Все, больше ничего не надо на Газпроме. Один раз я проехал, после этого, если в сторону Череповца, то только через Вологду. Никаких этих Пашихоньев. Подвеска там помучилась моя бедная. Отсюда даже солнышко нам появляется. На севере идем. Плюс 9 градусов на улице. И ветер вроде стих. Может еще и расход мой упал. 31,7 так и держит. Ниже не хочет. 116 километров до уже объездной Вологодской. А, нет, вру. Не, подожди. Да, 116 до объездной Вологодской. Все правильно. В районе Грязовца, когда дорогу новую устроили, такой пост знатный отгрохали. Это уже все. Родина Деда Мороза. Вологодская... Сорян. Вологодская губерния. Тут такая площадка большая была, пост такой знатный. Что ты тут обалдеть? Весовой контроль тут. Чего тут только не было. И что тут сейчас? Транспортники стоят. Видели? Это они сейчас сюда переехали? А как это они Брестского пропустили? Впереди он Брестский пошел. Удивительно. Может просто там в будке курить
гаишников не было, они были в Вологде на въезде. Сейчас, видно, сюда перебрались. Удивительно. Прески проскочил. Фартануло, коллеги. Ну, грелка тут тоже. Не часто их тут увидишь. Как-то они сюда не очень часто захаживают. 54 километра нам до Вологды. Вот дойдем, наверное, Вологду обойдем. И уже когда туда в сторону Вытегры. В общем, где-то в районе Вологды надо. Будем то ли обеда ужин, то ли ужина ужин. Трапезничать. Там у меня сальцо есть, костяновское. Ой, что-то мне так сальца захотелось. Пюрешку картофельную заварим, сальцо, помидорки есть, салатик со сметанкой сделаю. Не пойду в кафе. Как? Ой, ужинаем. Сразу спать начнет хотеться. А еще надо сегодня поработать. Поработать еще время, только без 25. Еще надо потрудиться. Потому что еще прилично нам. 1337 до места. Ух, нифига себе. Уже сейчас вообще не заходишь до кольца. Я про какое-то кольцо говорил. Вот что значит 1000 лет не было. Вообще никуда не заходишь в Вологду. Еще до кольца 6,5 километров. Вот там где пост был, там потом после поста там через пару км колечко вот это вот там. Поэтому транспортники туда и перебрались. Ну, теперь все понятно. Что им тут делать? Там никто не ездит. Обалдеть. Ну правильно, правильно. Все, сейчас Вологда свободна от транзитного транспорта. Я когда последний раз ехал, то есть мы до колечка доходили, на кольце всегда раньше ходили прямо через город, а я уже последний раз уже уходил налево. Там по узенькой дорожке, и потом вот сюда вот на эту вот объездную выходил. Но в эту сторону была еще не готова. Я не помню какой-то, но это что-то пару лет назад, вот, года 2, наверное. А сейчас вообще тут, видите, как все красиво. Как я правильно сделал, что пошел постригся в Ярославле. Кстати, надо запомнить. Дешево и сказали, приходите еще. Как вариант. Вот. Вот 19 километров нам до съезда на уже Медвежьегорск, Вытегра. Вот нам на Медвежьегорск надо. В Медвежьегорск это мы выйдем уже
итоге Вологды все равно цепляем. Тут вот маленькую такую окраину. Но автобан тут вообще отпахали шикарнейший. До питерской развязки. Парковка, говорю, какая была. Здесь, вон, видите, дачников отгородили, чтобы шум не мешал. Так, стоять, Зорька. Червоное святло. 620 километров отсюда указатель был до Медвежьегорска. Получается 620 и там еще 650, потому что 1270 осталось. Нормально. Нифига, да, 5:30, а уже темень. И это еще только октябрь. Только он, народ с работы едет. Светла не видит, получается. Да, ну, наверное, светает рано, наверное, часов 6 утра уже светло. Так, если рассудить логически. Потому что еще чего, только середина октября еще. Но я еще 2 месяца день будет уменьшаться. Так что тут 2 часа дня уже темно будет. Вот он наш поворот на Медвежьегорск. Ну, не ездил я уже сюда именно отсюда. По этой дороге, ну, лет 10 точно. А то и больше. Может, лет даже 12. Ну, где-то в этом районе. Точно сказать не могу. Раньше, да, мы тут постоянно молотили сюда. Депо, Выцегра. А потом, соответственно, перестали. За лесом мы бегали. Нифига, там тоже все широко, такая широкая дорога. Ну, вот, кто последний, тут парни ездили. С той стороны, да, как-то не помню, там Пудож, что-то там, как, в общем, пару лет назад или год назад, там, 1,5 назад, я там на скане, я доской грузился там на Литву. Но это я с той стороны заезжал, со стороны Медвежьегорска. Пудож, я вот даже не помню название городка за доской. Было дело, да, ехал. Но там не так много, там может километров 120-150 что ли от Медвежьегорска. А с этой стороны очень давно не ездил. Вот, смотрите, тут такая вся будет до Выцегры. Такая широкая. Смотрите, какая прелесть. Огонь. Кириллов 119, Выцегра 319. А мы давайте-ка, наверное, вот здесь вот станем. И покушаем. Еще останется. Все выложим.
Мы же не в кафе, правда. Нужно сметану не экономить. Нужно купить будет еще банку. Так, это мусор. Посолить же надо это дело. Когда салат делаю с груздями, у меня еще грузди есть соленые, там солить не надо. А здесь у нас помидорки, огурчики, ой, не огурчики, зелень. Тут надо посолить. Посолить, говорит, поперчить. И пусть кипит подольше. Все, вот вам и салат. Цена ему 70 рублей в кафе. А то и 100. А здесь его себестоимость рублей 10. Может 15. Good. Костяный салат. Ну, наш человек с деревни. Просто офигенная. С чесночком. Салфеточки, салфеточки. Так, ну и эту вот штуку зальем сейчас. В кафе половина этих пюре, которые там, если пюре картофельное заказываешь, что такое же подают. Что они там сидят, картошку варят. Потом толкут ее, пюре делают. Вот такой же заваривают. Каждый день нет, но иногда я не брезгую. Очень даже хорошо заходит. Пюре, сало, салатик. Лепота. О. И самовар закипел. Так, чай залить. Сейчас попить. Кофе залить это в дорогу. Пусть на улице. Ну и эту. Пюре. Ну, думаю, неплохой будет уже. Как кофеин это нам в дорогу. Все остальное сейчас поедим. Чайком запьем. И поедем. Куда, не знаю. Сегодня доедем. 1270. Я бы еще километров 250 бы сегодня проехал. Ну посмотрим. Я тоже так все настраиваю, все поеду тут. Выехал 1,5 часа, проехал, все, не хочу больше ехать, спать начну. Тут с парковками, правда.
Не знаю. Ну как с парковками? Тут парковок-то нет. Не было, сейчас не знаю. Или когда я ездил последний раз. Ну так. Возле чего-нибудь. Кафе, мафе. Ого. Надо ответить. Так, что тут я не пойму. Что тут происходит? Здесь фура вон там. Потом туда так аккуратно. Это этот. Доставать будет. Эвакуатор пришел. Он туда так съехал. Здесь бугор не очень большой. Уклон, вернее. Удачно, если это можно назвать так. Съехал. Что не лег. Хотел заснять, когда будет перескакивать. 5 цифр становиться. И это прошляпил. Ну что, поздравляю. 10 тысяч мы с вами уже прошли. Осталось 1066. Вы видите, уже потихоньку расстояние набегает. Уже где-то почти 11.100 будет. Соточка до Вытигры. Ну, походу, что придется до нее ехать. Негде больше стать. Либо в Белом ручье, тоже депо. Ну, либо уже до самой Вытигры. Но если ничего раньше не будет. Ну, вряд ли. Дождь идет всю дорогу от самой Вологды, не переставая. Вот оно депо. По-другому называется еще Белый ручей. Сюда мы за досками бегали. Очень часто. Чаще, чем на Вытигру. Ну, во всяком случае, и мне попадало так. Хотя, если честно, я уже и не помню. Куда тут? Вроде куда-то влево надо было еще. Где-то повернуть надо было влево. Или к этой... к лесопилке. Ну вот оно, депо, и тут же Белый ручей, да. Вместе. Тут было перед этим, там, смотрю, заправочка, там пару машин стояло. Что-то я проскочил. Еду, не знаю. Ой. До Вытигры осталось 26. Едем уже в Вытигру, в Вытигре станем где-нибудь. На Вытигра. Ну, что у нас здесь? Где виднеется и имеется? Автосервис, заправка, но тут стать негде. Хотя вот тут можно было на въезде, конечно, прикорнуть.
дороги. Какой-то местный стоит. Хрен его знает, где тут. А нет, это паркинг, это где-то там в стороне. Вы превышаете допустимую скорость. Так, Ладейное поле, Медвежьегорск. Надо куда? Правильно. Через 300 метров поверните направо. Нам на Медвежьегорск. Ну, тоже люди, видите, да, на обочине стали, спят. Ну, не знаю, не мое это. Хотя вроде тут и широко. Санкт-Петербург прямо. Через 30 метров поверните направо. Ох, ох, ох. Будем искать. Что-то на выезде у меня рисует автостоянка. Где тут какая автостоянка? Все, вытягра закончилась. Пятерочка есть. За пятерки стать. Надо было там в районе депо остановиться. Там была как бы заправочка. Вроде как площадочка, и пару машин стояло. Не, думаю, до Вытегры ж доеду. Как это, что в районе Вытегры мы не станем? Вот вам и стал. И что делать теперь? СТО, шиномонтаж, ну, для легковых. Ну, я хрен его знаю, что делать. Поехали! Дурдом какой-то. Не хочу ехать, а спать хочу уже. Причем давно уже хочу спать. Какой-то поселок Никишма. Или Никишма. Время без 3 минут в полночь. Мы уже в Карелии. И честно вам сказать, я уже готов поступить за своими принципами и упасть прямо на обочине. Причем упасть в прямом смысле этого слова. Я уже не то, что не хочу дальше ехать, я уже не могу дальше ехать. Еду, засыпаю. Все, труба дела. Конечно, тут глухая дорога. Тут ничего нет. Ни стоянок, ни кафе тут нету, ни заправок. Пару штук всего было. Километров 20 отсюда последняя моя надежда. Город Пудож. Если и там ни хрена нет, я точно стану посреди дороги, знак выставлю и буду спать. Здесь минут первого. Вот он, Пудож. Старинный город, 1300 там с чем-то, в 82-м, по-моему, я успел даже прочитать. Где стать на ночевку?
услышал. Ты услышал мои молитвы. Вопрос только как. Здесь надо, можно вот сюда вот затолкать вот задом, рядом с этой ренушкой. Да и все. Или передом было заехать и сзади вообще встать. Давайте я сюда задом затолкаю рядом с этой ренушкой и будем спать. Прямо здесь. И уже пофигу, возле дороги, не возле дороги. Как это будет выглядеть? Вон еще кто-то поехал даже, ничего себе. Не спится ж людям.